You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You gotta... Дисклеймер номер 2. В данном видео присутствует уж слишком много вопросов на 1 квадратный метр. Так что этот ролик не рекомендуется смотреть зрителям младше 18 лет, а также попросту тем, кто к этому не готов. Ах да, забыл. Набираем 25 лайков и выходит новое видео. Всем приятного просмотра. Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Грифон. Как вы поняли по названию и по превьюшке, в этом видео я задал парочку вопросов автору канала The World Lego Animation, а он на них ответил. Думаю, получилось очень круто и интересно, так что обязательно досматривай это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы начинаем! Привет. Возможно, мои зрители не знают тебя. Так что я бы тебя сейчас попросил бы представиться. Меня зовут Данил, мне 17 лет, и я родом из Украины, живу в Кировоградской области. Хорошо. Думаю, что сейчас мои зрители точно перейдут на твой канал и подпишутся. Ну а так, вопрос номер 2. Мне интересно, кто тебя вдохновил на создание своего канала и почему его основной тематикой являются именно лего анимации? На создание лего анимации меня вдохновил Дмитрий с канала Lego Crazy Motion. Именно его лего анимацию я увидел впервые. Это была битва за Сталинград. И мне она тогда очень понравилась. Я пересмотрел множество его мультфильмов. И со временем мне захотелось сделать что-то подобное. И я попробовал, и у меня получилось. Это был тест, просто я попытался сделать движение волн. И даже придумал сценарий небольшого мультфильма, который я потом снял. Это был мультфильм «Три друга и загадочный остров». Что ж, думаю, ты слышал о таких стереотипах по типу лего только для малышей, тебе уже 17 лет, зачем ты его покупаешь и все в этом духе. Мне интересно, бывало ли у тебя такое, что ты с этим сталкивался в жизни, или тебя в этом упрекали? Да, знаю, такие есть стереотипы, что лего для малышей и все в этом духе. У меня у самого раньше было такое стеснение того, что я занимаюсь какой-то фигней, но сейчас я представляю для себя лего как что-то, где я могу творить сам. Я могу быть режиссером своего собственного, пусть и небольшого, но крутого фильма. Поэтому сейчас я уже этого не стесняюсь. Ну что могу сказать, правильно делаешь. А вообще мне кажется, то, что эти стереотипы придумали только для того, чтобы их хейтить. Ну ладно, сейчас не об этом. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 4. Как тебе в голову пришла идея на создание своего сериала про бандита-неудачника? Потому что такое на ютубе я увидел впервые. Сделать сериал про бандита-неудачника, идея появилась довольно-таки спонтанно. Однажды мой брат решил сделать фильм, ну точнее лего-мультфильм, в стиле старых черно-белых немых фильмов. Мне очень понравилась эта идея, потому что у нас тогда был просто очень слабый компьютер, и вставляя озвучку в проект, он просто иногда даже вырубался из-за такой страшной нагрузки. Поэтому именно из-за этого я и не выпустил сразу сериал, первую серию про «Три друга и загадочный остров», потому что просто не было возможности вставить озвучку. А тут была идея немого кино, и мне она очень понравилась. Был такой сценарий, что бандит находит чужие документы и этим пользуется, и в конце его повяжет полиция. Мы, сняли его буквально за 2 дня, смонтировали и выложили. Это была первая серия «Бандита-неудачника». Далее, следующую серию мы сняли уже аж через 3 года, потому что мы забросили канал. К сожалению, был такой трудный период, но мы вот снова его возобновили. И уже сделали вторую серию, которая намного качественнее. Мы уже поднабрались опыта в монтаже и в создании мультфильма. И уже сделали вторую серию намного качественней. К этому времени мы уже поднабрались опыта в монтаже и в создании мультфильмов. И она вышла довольно классной.
Что ж, думаю, раз мы уже с тобой заговорили об анимациях, мне интересно узнать твое отношение к таким лего-аниматорам, как Lego Mem и Brick Fantasy, которые выпускают свои анимации на популярную тематику и совсем не делают чего-то своего. А вот по этой тематике на Ютубе сложилась такая ситуация. Либо ты делаешь супер качественный авторский контент, вложишь в него много сил, но ничего за это не получаешь. Либо же ты делаешь контент для пипла, для широкой аудитории, получаешь много просмотров, но это не то, куда хочет твоя душа, так сказать. Это не твое предназначение, но ты получаешь популярность. Я считаю, что на самом деле каждый, даже не блогер, а даже режиссеры часто снимают именно кассовые фильмы, как они их называют. Фильм, который просто создан чисто для того, чтобы собрать доход. И другого выхода развиться на Ютубе, мне кажется, нету, потому что, представьте себе, если я сейчас сяду и сделаю какой-нибудь супер-пупер качественный мультфильм, вложу туда кучу сил, денег и так далее, и наберу 50 каких-нибудь или 500 просмотров, либо же я сниму в течение полугода там несколько не таких качественных, не таких классных, но мультфильмов на более популярную хайповую тематику и наберу зрителей, и потом уже сниму свой шедевр. Либо же просто снять шедевр и ничего за это не получить. Вот такая ситуация тут сложилась, поэтому я отношусь с пониманием к таким людям. Хотя не всегда они также выпускают свой шедевр, а часто тоже живут чисто на хайповых тематиках. Ну, я отношусь с пониманием к ним. В целом, я с тобой полностью согласен, так что добавлять что-то от себя нет смысла, ведь все сказано верно. Тогда мы переходим к следующему вопросу. Я считаю, что у каждого человека, который хоть раз увлекался конструктором Лего, была своя любимая серия. Я надеюсь, что ты не являешься исключением, и у тебя тоже есть своя любимая серия Лего. Я вообще небольшой эксперт именно по брендовому Лего, потому что по причине его дороговизны у меня его практически нету. 95% моих наборов, моих деталей это наборы именно от аналогов Лего китайских. Но моя любимая серия в Лего это Лего Кастл. Мне очень нравятся их рыцари. И я, конечно, все понимаю, что ты только что сказал про аналоги Лего, но это был мой следующий вопрос. Да, надо как-нибудь выкрутиться. Так вот, мне интересно, какой, по твоему скромному мнению, самый качественный аналог Лего? Там, я не знаю, SY, Lipin, Brick Lighten или еще что-нибудь. И какой ты чаще всего покупал? К аналогам Лего я отношусь довольно хорошо, опять же таки, потому что 95% моего Лего это именно они и есть, но в основном я покупал именно Лего от таких компаний, как Brick Lighten и, более качественные. Мне нравится их качество, китайцы сейчас вышли на новый уровень, и новые детали у Brick Lighten, допустим, они по качеству от Лего практически ничем не отличаются. Что ж, думаю, что Лего на сегодня хватит, и так ему посвятили очень много времени. Я знаю, что ты занимаешься на турниках, и вот у меня к тебе какой вопрос. Почему ты выбрал именно этот вид спорта, и какие у тебя там имеются успехи? Кроме турников, я также занимаюсь в тренажерном зале, таскаю веса разные. И тут, я думаю, не каждый даже спортсмен ответит, почему именно он выбрал тот или иной спорт. Каждый спортсмен приходит в тот или иной спорт для какой-то насущной цели, будь то просто стать сильнее, быстрее, или накачаться, кому-то понравится и так далее. А потом спорт стает для него нечто большим, чем просто инструментом, чтобы достигнуть каких-то целей. Спорт для каждого спортсмена это нечто большее даже, чем хобби. Я так думаю. А насчет результатов, результаты у меня сейчас довольно неплохие. Я уже тренируюсь
Интенсивно я тренируюсь больше 2 лет. Я тренировался и до этого, но не так часто, не так интенсивно. Сейчас я могу подтянуться 27 раз. Также я могу, не пугайтесь, 375 раз отжаться. Да, это правда, это я не соврал. Ну, с учетом того, что я беру небольшой отдых, я не встаю с пола, это считается как один подход, но просто я, например, стою на одной руке в той же стойке, разминаю, допустим, вторую руку и так далее, и так наоборот, чисто чтобы немножко отдохнуть. Когда я устанавливал этот рекорд, я отжимался 45 минут практически. Также я тренирую сейчас, пытаюсь тренировать статические элементы. Я выучил уже ласточку и также почти выучил передний вис. И на домашнем турнике я уже могу сделать 5 секунд переднего виса. Также тренировался с весами в тренажерке. На жиме для ног могу потянуть 120 килограмм. Ну, вообще это не очень большой результат, но неплохой. Также с 16-килограммовой гирей могу подтянуться около 12 раз. А теперь же настало время моего последнего и заключительного вопроса в этом интервью. Как тебе кажется, кто лучше, Лего Мастер или же Лего Crazy Motion? Хотя постойте-ка, этот человек несколько секунд назад утверждал совершенно обратное. Он говорил, что больше вопросов на тематику Лего не будет, и так посвятили ему очень много времени. А тут опять вопрос про Лего. И у меня только два варианта решения этой проблемы. Либо у него галюки. Ну, поскольку ответить, что оба хороши, нельзя, скажу, у Лего Мастера сама анимация качественнее, но она не такая масштабная. Он не снимает там масштабных огромных битв, как это делает Дмитрий Lego Crazy Motion. Поэтому они, конечно, оба хороши, но более, в своих направлениях. Но чисто по качеству анимации лучше Lego Master, я считаю так. Что ж, если ты так считаешь, то считай себе на здоровье, никто тебя в этом не ограничивает и не запрещает так думать. Ведь я считаю точно так же, что Lego Master хоть на чуть-чуть, но лучше, чем Lego Crazy Motion. По качеству анимации, разумеется. И на этой жизнеутверждающей ноте я предлагаю вам закончить этот выпуск. Да, соглашусь, вышло достаточно долго, но при этом интересно. Так что мой выпуск, я думаю, заслуживает твоего царского лайка. Не забывай про подписку и про комментарий. Всем приятного... Ой, уже запутался. Всем пока-пока. It's alright.